Привет, друзья! Продолжаю ежедневный марафон новостей. Сегодня про ноутбук. Бренд Realme, знаменитый убийца убийц флагманов Xiaomi, добрался и до ноутбуков. Компания представила свой первый ноутбук, который получил лаконичное название Realme Book. Его показали в синем и сером цветах. Устройство поставляется в тонком и легком корпусе из металла, да и цена отличная. Все как мы любим. Давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Погнали! Экран 14 дюймов IPS с разрешением 2160 на 1440 пикселей, соотношением сторон 3 к 2 и яркостью в 400 нит. Переднюю панель защищает стекло Corning Gorilla Glass. Внутри стоят процессоры Intel Core 11 поколения, Core i3 и Core i5, которые работают в паре со встроенной графикой Iris Xe. За отвод тепла отвечает система охлаждения с двумя вентиляторами, имеется до 8 гигов оперативной памяти и до 512 гигов SSD. Ноутбуки пока работают на базе Windows 10, Realme предлагает удобную функцию подключения к ПК, позволяющую соединить с компьютером совместимые телефоны бренда через Wi-Fi Direct. Все больше производителей начинают использовать эту удобную фишку, ради которой пользователи так долго любили MacBook'и. Компания заявляет о 11 часов автономной работы без подзарядки. Батарея емкостью 54 Вт-час, а зарядное устройство на 65 Вт, которое подключается через USB-C и должно обеспечивать зарядку от 0 до 50% за 30 минут. Устройство также совместимо с зарядками Realme Dart Charge мощностью в 30 Вт. Из портов ввода-вывода есть Type-C, Thunderbolt, Type-A и разъем для наушников. Ноутбук также оснащен Wi-Fi 6 и стереодинамиками, настроенными Harman Kardon. В Индии цены на модель с Intel Core i3 и 8 гигов ОЗУ на 256 гигабайт хранилища начинаются от 46,5 тысяч рублей. Версия с Core i5 8 гигов 512 SSD, немножко пожирнее, будет продаваться за 59 500. В Китае релиз уже состоялся 25 августа, продавать начнут это чудо с 30 августа. Напишите в комментариях, как вам новинка, классный ноутбук за свою цену или нет. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Пока-пока. Лайк не забудьте поставить.